и мы видим это социальное жилье, что оно подорожало плюс 0,68% за месяц. И что бросается в глаза, друзья? Мы видим, что наибольше всего подорожала недвижимость в Шевченковском районе. На 0,52% недвижимость, еще раз напомню, класс социальное жилье. И меньше всего подорожала недвижимость в Лычаковском районе. Рост за месяц плюс 0, нет, друзья, не Лычаковский, а Галицкий центральный район, плюс 0,41% за месяц. Переходим к следующему слайду. Здесь очень быстро пройдемся опять по аренде. Это социальное жилье. Напомню, вот здесь красная черта, смотрим, да, что за квартал рост аренды всего лишь 0,63%. Это вполне адекватный рост аренды, я вам, друзья, скажу. Так оно и, в принципе, аномалия, которую мы видим в этих самых Днепре, Одесса и Харьков, но особенно Днепр и Харьков, она аномальна. И мне, кстати, пишут, спасибо, друзья, которые мне пишут, они говорят, что на сегодняшний день военные и военные специалисты, которые работают на ВПК, они живут же не в казармах, они живут в квартирах. То есть они снимают жилье за свои деньги. И, естественно, вот ажиотаж именно в прифронтовых городах аренды вызван тем, что большое количество военнослужащих просто снимают квартиры и, естественно, платят деньги за это. И вот мы видим, как сильно выросла аренда в этих прифронтовых городах. А в Западной Украине, понятно, что тут обыватели, туристы. Дальше, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь я вам покажу, это уникальный контент. Вы нигде не увидите подобного анализа того, что произошло с рынком жилой недвижимости города Львова на протяжении всего периода войны, это 4 года и там несколько месяцев. Я на примере класса социальное жилье показываю вам. Итак, мы видим, помним, что война началась у нас в феврале, 24 февраля 2022 года, как сейчас помню, да. В это время я был в Киеве, очень даже хорошо помню. Помните, Киев бомбили, так началась война, но это по поводу Второй мировой или там Отечественной войны, а сейчас примерно та же самая история была. Так вот, поквартальное исследование, и мы видим, что март месяц 2022 года класс социальное жилье показывал нам $916 за квадратный метр. И очень странно себя или интересно вел себя рынок. То есть мы видим второй год войны, снижение стоимости квадратного метра и дальше рост стоимости квадратного метра в уже апреле 2026 года. Это $1041 за квадратный метр, что показало, друзья, вот здесь внизу такая табличка, да, экселевская, Excel посчитал, рост 13,65% за 4 года войны, и там несколько месяцев. Если восточная часть Украины, это город Харьков, показывает нам снижение порядка 14%. Город Днепр показывает тоже порядка 15% снижения. Город Одесса показывает там рост всего лишь 5%, то город Львов, друзья, видим, показывает нам 14 практически процентов роста за 4 года войны. То есть вот так ведет себя рынок недвижимости. Он не подвержен таким колебательным процессам, о которых любят говорить риэлторы. Все пропало, все пропало. Или первый год войны, я помню, рассказывали, что недвижимость подешевела на 70%, потом начали говорить, что она подорожала на 60 или 70%. Рынок недвижимости себя, друзья, так не ведет. Это фондовый рынок, да, это спекулятивный рынок, себя так действительно ведет. А вот рынок недвижимости, а мы сейчас говорим о вторичном рынке, он не спекулятивный, там живут люди, и квартиры они продают, тогда, когда надо решить какие-то свои бытовые проблемы, там, или разъезжаются, или съезжаются, или уезжают за границу, да, и просто продают недвижимость. Поэтому медленно и уверенно стоимость квадратного метра выросла до 14% за 4 года войны и несколько месяцев. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы очень кратко пройдемся по квартирам эконом, комфорт, бизнес-класс, вторичный рынок в разрезе, видим, административных районов. В общем-то, стоимость квадратного метра отличается, незначительно, но отличается.
И в целом мы видим, что рост плюс 0,44% за месяц. Также можете посмотреть в процентном соотношении рост в данном случае по админ-районам. Переходим к первичному рынку. Квартиры эконом-класс выросли на 0,58%. В абсолютных цифрах можете посмотреть среднюю стоимость квадратного метра. И рост в данном случае в процентном соотношении также по административным районам. Следующий слайд посвящен квартирам комфорт бизнес-класс. Это первичный рынок. Здесь рост плюс 0,40% за месяц. Ну и вы видите, тоже достаточно сильно отличается в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра в разрезе административных районов. Также можем посмотреть рост в процентном соотношении по админ районам. Ну и, пожалуй, последний слайд. Это первичный рынок, элитный класс. И уже у нас, друзья, что? Совершенно верно. Осталось всего лишь два района. Ну, Галицкий – это центральная часть города, а Шевченковский, он такой вытянутый. Там Ресне, и это периферия. И есть небольшой кусочек, который находится непосредственно в центре города. Мы говорим сейчас именно о этом кусочке. Да? И видим, что стоимость квадратного метра, в общем-то, достаточно высокая. Это первичный рынок, квартиры, не сданные в эксплуатацию. Ну что, друзья, ну, повторюсь, рост плюс 0,35% за месяц в целом по городу. Ну и по админ районам можете посмотреть также все